23 года. Я из города Запорожья, моего, да, к сожалению, прифронтового города в нашей стране. У меня 2 деток, я замужем. Что еще? В том-то и Когда дело. ты переехала в Киев? Я переехала в Киев 5 недель назад. На каком сроке? На сроке 28 недель, как это прописано в контракте, все было четко, вот как нужно. Какой сейчас срок? Сейчас ровно 33. Ждем. Как ты себя чувствуешь? Чувствую отлично себя, ничего не беспокоит. У меня девочка тоже вроде бы хорошо себя чувствует, у нас все нормально. Какой раз ты в программе? Первый или уже не первый? Я 2-й раз в программе, я в прошлый раз была 3 года назад, вот, тогда я рожала в Крапивницком, сейчас буду в Киеве. Угу. Почему решила пойти в программу? Как сказать, первый раз, наверное, как многие сюда приходят, у меня были свои жизненные трудности, которые нужно было решить на тот момент. Сейчас уже более глобальные планы на жизнь, уже немножечко хочется... Мечты. Да, осуществлять свои мечты, свои и своих детей даже сейчас. В наше, к сожалению, военное время в нашей стране хочется немножко большего для своих детей. Как твоя семья отнеслась к твоему решению пойти в программу суррогатного материнства? Дело в том, что первый раз у меня семья об этом не знала, знали только самые близкие, это муж и мама, потому что с детками оставались, когда я уезжала. Сейчас я более спокойно, более раскрепощенно к этому отношусь. У меня многие из семьи знают, мои дети в этот раз знают, то есть я нашла нужные слова, чтобы им объяснить, чтобы они это правильно поняли. Все нормально, все всем понятно. Я донесла, я объяснила, то есть все хорошо. Малышку какой страны ты вынашиваешь? У меня Аргентина. Расскажи о клинике Биотехком, о ее плюсах, минусах, возможно, каких-то подводных камнях, или есть что-то, чего ты не знала, идя в программу первый или второй раз? Дело в том, что с клиникой я знакома давно, относительно уже несколько лет. Пошла сюда во 2-й раз в программу, потому что у меня хорошо закончилась 1-я программа. То есть не осталось взаимных обид с клиникой, все было замечательно. С точки зрения юрисдикции все абсолютно моменты были соблюдены, меня ничего не смутило, все было замечательно, все было вовремя и в том объеме, в котором должно быть. Поэтому уже в доверительных я пошла сюда 2-й раз. В плане того, что, возможно, немножко за войну все изменилось, может быть, мы чуть-чуть дольше ждем приема, может быть, мы чуть-чуть вреднее стали, кто его знает. Да, возможно, мы там приезжали, было что-то перекусить, пока ты, тот самый момент, ты с поезда рано утром приезжаешь, пока ты сдаешь анализы, что-то всегда было. Сейчас этого нету, это не критично, но было бы неплохо. В плане чего-то глобального у меня никогда с клиникой проблем не было. Персонал отзывчивый, все всегда идут навстречу, по первому звонку тебе ответят на все твои вопросы. Как-то так. Ясно. Юля, сейчас идет война. Уже 3-й год. Насколько сложно тебе справляться с твоим стрессом? И как ты вообще себя ощущаешь здесь, проживая в Киеве? Тем более ты уехала с прифронтового города, который, я так знаю, он очень сильно обстреливается. Да, особенно в последнее время у нас, к сожалению, это участилось, и как-то каждую осень у нас это, к сожалению, учащается. Я как раз переехала до того момента сейчас, когда мой город опять начали сильно бомбить. В целом я с войной столкнулась, наверное, больше, чем, в какой-то степени больше, чем остальные, потому что мой муж пошел добровольцем служить спустя 2 недели после начала войны, и это было страшно, это было неизвестно, не было понимания, где он будет, когда, куда его пошлют, когда будет с ним связь. У меня с мужем очень теплые и сильные отношения, и я плохо переношу разлуку и плохо переношу невозможность связаться с ним. А, к сожалению, жена военного – это жена, которая ждет, всегда ждет звонка днем, ночью, хотя бы просто сообщение
4-5-0, к сожалению. Спасибо большое твоему мужу за то, что нас защищает. Да, спасибо ему. Вот, поэтому в целом в городе моем, ну, мы привыкли, наверное. Сначала всем было очень страшно. Сначала мы бегали в убежище по тревогам. Потом как-то прижились, как-то даже находили способы радоваться этой жизни. Ну, по-другому никак. У меня 2 детей, мне нужно, они же от меня питают, мое внутреннее состояние перенимают. Если я буду на панике, мои дети будут в плохом состоянии. Вот. Ну, за мужа переживания ежедневные, еженочные. Вот. Но мы держимся, мы сильные, мы держимся. Если не буду держаться я, он не будет понимать, зачем он это делает. То Согласна. есть, ну, вот как-то так, это все взаимосвязано. Не буду я, не будет его, не будет его, не будет меня. Держимся, да, поддерживаем друг друга. Объясни, расскажи нашим зрителям, насколько удобно тебе проживать здесь, в Киеве, где ты живешь, расскажи, что это за жилье. И я так понимаю, ты же ведь живешь с детками, ты переехала с детками, они проживают с тобой. Да. Расскажи о своих условиях. Я переехала в замечательное, красивейшее место под названием Софиевская Борщеговка. Это просто, ну, все зеленое. Я обожаю все зеленое, я обожаю, когда красиво. Вот, я такой человек, люблю эстетику. Мы живем в отличной квартире с отличным ремонтом. Я с 2 детьми, мне комфортно, то есть места достаточно. У меня дети учатся онлайн, то есть у них есть у обоих места, где они обучаются, то есть это не проблема. Вот. Условия жизни мне подходят отлично. Тем более, что ну так вот оно случилось, что мой срок подошел, мы переехали сюда ровно к тому моменту, как в моем городе начался очень сильный и очень плохой момент, скажем так. И даже бывают такие моменты, вот у меня старший сын иногда хочет вернуться домой просто к друзьям, просто пообщаться. Нет, нельзя, просто нельзя, даже на недельку нельзя, все, очень сильно громко там. Вы кушаете, я знаю, что клиника вам привозит продукты. Как это происходит? Мы заказываем, у нас есть список разрешенных, запрещенных, ну это понятно, связано с беременностью, да, вот, мы как бы пишем список, отправляем фотографию, и нам через несколько дней продукты приезжают отлично, не могу сказать, у меня дети довольны фруктой, просто, ну, ее хватает до следующего, как бы, нового захода продуктов. Нам хватает, понятно, что если хочется чего-то вкусненького, мы себе всегда докупим, но в целом это полностью на неделю, на семью замечательно хватает продуктов. Хотя я знаю, что по договору вашим суррогатных мам и клиники вы получаете денежку отдельно на питание, но клиника вам все равно возит, правильно? Да. Сколько раз в месяц вы получаете продукты? Ну, получается, по договору, да, на 16-й неделе мы получаем отдельную денежку на питание на всю программу. Это, ну, мы это подписывали, мы это понимаем. Вот. Очень благодарна клинике, и я прекрасно знаю, что это личное решение клиники, да, что раз в неделю нам привозят большие пакеты с большим количеством продуктов. То есть в целом получается в месяц это 4 раза. Вот, ну, мы обеспечены. Ну, то есть тебе хватает на всю семью, не только на тебя и на деток. Да, то есть я не одна, я же переехала с детьми, мне хватает и мясных, и молочных продуктов, ну, очень даже. Сколько твоим деткам? Старшему сыну почти 14, вот через пару недель будет, и младший почти 8. То есть дети относительно взрослые, кушают уже как взрослые, то есть это не детское меню. Вот, всем хватает. Вот последний вопрос. Угу. Пришла бы ты еще в клинику Биотехком, ну, если бы так сложились обстоятельства? Я понимаю. С точки зрения моего собственного понимания, да, наверное, может быть, не хотелось просто в целом это проходить еще раз. Ну, обычно сложные обстоятельства жизни тебя подталкивают приходить в столь, как бы, в такое медицинское учреждение, да. Но если рассматривать среди других клиник,
ну, я наслышана, и нет, я только сюда вернусь, и я вот, то, о чем говорится, я здесь второй раз в программе, я хорошо закончила свою первую программу, я смогла закрыть все моменты, в которых я нуждалась, и сейчас я уже действительно иду исполнять свою мечту и мечту своих детей и мечту моей семьи, то есть я хочу двигаться дальше. Мне сейчас клиника даст отличный шанс этого достичь. То есть если что-то в моей жизни очень бы не хотелось, но пойдет не так, я всегда знаю, что у меня есть этот вариант. Вот оно всегда есть в моей голове, как бы что, ну, если станет плохо, то можно сделать так, чтобы стало хорошо. Все, как-то так.